Что в имени твоем Кавказ? Кавказ. Горная страна на границе Европы и Азии, которая охватывает территории России, Грузии, Азербайджана и Армении, ряда непризнанных и частично признанных государств. Название Кавказ – древнегреческое. Впервые встречается у древнегреческих авторов Эсхила, 6-5 века до нашей эры и Геродота, 5 век до нашей эры. Местные жители называли Кавказ Каспием, что является косвенным подтверждением об иноземном происхождении названия. Происхождение слова неясно, и в попытках лингвистов дать какую-либо этимологию нет единства. Погружение в память привело к другой версии появления названия. Кавказ прекрасно переводится с иврита как «высокий трон». Гавоха Кэс. Среди евреев Кавказа еще жива легенда, что они потомки 10 колен Израилевых, поселенных в Мидии ассирийскими царями. Немецкие ученые из Института Макса Панка, Max Planck Institute for the Science of Human History и Университета Тюбингена, University of Tübingen, частично восстановили геном 90 египетских мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет. Проанализировали его, и пришли к выводу, древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие – выходцами из Южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия. Одна из народностей Кавказа, ингуши, называют себя Галгай. Существует много предположений значения слова Галгай. Есть предположение, что Галгай – жители башен. Интересные аналогии напрашиваются насчет ингушских башен с огнями на крышах и древнеегипетских пирамид с пирамидионами, глазами на вершинах. Но в пирамидах не жили. Сходство их в том, что помимо других функций эти строения были отличными маяками. Башни ингушей Гейла-Ала давали превосходный круговой обзор. На иврите колесо – Галгал. Круглое солнце Гелиас – это тоже колесо Галгал, Гал или Кола. Греки и египтяне в Средиземноморском бассейне жили бок о бок, активно торговали и общались. Это слово единое для региона. Возникновение башен соотносится со временем еврейского исхода из Египта. А в языке ингушей есть весомое сходство со словами из иврита, и в интернете на эту тему достаточно материала. Следы иврита на Кавказе просматриваются отчетливо. К настоящему времени 20 кавказских языков имеют письменности, 2 были письменными, в прошлом – старописьменные. Из всей совокупности кавказских языков по существу лишь грузинский является древнеписьменным. Его древнейшие памятники, исполненные оригинальной переработкой арамейской графической основы, восходят к V веку нашей эры. Существовала в прошлом и письменность на агванском языке V-VII веков нашей эры. Обе письменности являются оригинальными разработками специально для этих языков. Историк письменности Истрин говорит, что палеографический анализ древнейших грузинских надписей делает наиболее вероятной версию возникновения грузинского алфавита на основе арамейского в начале нашей эры. Высокий трон Кавказа. Гавоха Кэс. Гавоха Кэс на иврите на слух хорошо уловим, как и смысл. Арамейский язык Иисуса Христа, иврит – его отражение. А до этого плененные евреи бежали из Египта, родины алфавита. Пленные евреи стали свободными, но взяли в плен древнеегипетские знания и способы их отображения. Это была необременительная, но очень ценная добыча письменность. Версия Истрина возникновения грузинского алфавита на основе арамейского в начале нашей эры выглядит очень и очень убедительно. Арамейская письменность – система консонантного фонетического письма, развившаяся из финикийского письма, как и греческая письменность, соответственно, и западный алфавит вырос из этого корешка.